Привет, меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google таблиц в систему AMO CRM в виде сделок. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Google таблицы в AMO CRM, создавать новые сделки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Теперь необходимо указать действие. Загрузить новые строки. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль аккаунта Google. Далее предоставляем доступ к приложению и нажимаем «Далее». Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». Теперь необходимо указать файл и лист, из которых будет происходить выгрузка данных. Если у вас в таблице уже находится 1000 строк, и вы не хотите все эти строки передавать, укажите в поле «Начать загрузку данных» со строки «Номер» цифру 999, для того, чтобы начать загрузку с последней из них. В данном случае у меня одна строка, и в поле я оставлю единицу. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые у вас заполнены в выбранной строке таблицы. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем AMO CRM. Далее необходимо указать действие. Для того, чтобы создавались новые сделки, выбираем «Отправка сделок». Теперь необходимо подключить ваш аккаунт AMO CRM к системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета AMO. Выбираем наш аккаунт. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля AMO CRM для создания сделки. В эти поля нужно назначить переменные из Google таблицы. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. В статусе выбираем первичный контакт. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и приписывать значения вручную. Когда все необходимые поля назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться в систему AMO CRM в качестве сделок. Для того, чтобы проверить корректность настройки, нажимаем «Отправить тестовые данные в AMO CRM». Переходим в личный кабинет AMO CRM и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных AMO CRM завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 15 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!